Клиенты часто интересуются, для чего нужна коррекция. Будем немного расширять, чтобы краешки получились воздушные. Когда делаем кончик, мы не должны идти четко параллельно. Акценты нужно расставлять сразу, чтобы бровь не затемнилась. Не бойтесь вылетать за контур слегка, никаких лишних штрихов там не остается. После коррекции уже должен быть хороший остаток при правильном соблюдении рекомендаций. Всем привет! Меня зовут Анна Числова, мы на канале Ханафи. Сегодня делаем коррекцию перманентного макияжа бровей. Анна Числова – мастер-тренер по перманентному макияжу, в профессии более 9 лет. Автор собственных методик, участник, спикер и судья конференций и чемпионатов, основатель студии перманентного макияжа и аппаратной косметологии, обладательница премии «Перспектива» мастеров России по версии «Интерперманент» в 2021 году в Москве. Работы Анны восхищают. В этом видео она поделится профессиональными секретами. Они помогут вам лучше и эффективнее работать. Брови мы делали 2 месяца назад пигментами Ханафи номер 3. Давайте посмотрим, как они зажили. Хороший остаток, больше 50%, равномерный прокрас, красивый коричневый оттенок. Бровки мы делали с эффектом цветовых переходов, высветленное начало и верхняя линия. Коррекцию будем выполнять тем же пигментом номер 3, молочный шоколад. Девушке очень подходит этот цвет. Иглу взяли 1 RL 030. Начинаем с хвостика, легкими движениями маятником. Проходим по всей брови и сразу расставляем акценты. Скорость на блоке 4,5. Слышим легкий хруст. Первичную анестезию не используем. Когда я закреплю эскиз, будет наноситься вторичная анестезия. На нижней линии немного поплотнее, кверху редкие махи уже идут. Как я говорила в прошлом видео, акценты нужно расставлять сразу, чтобы бровь не затемнилась, мы не заработались и не забыли про переходы. Кому нужно, можно снова расставлять маленькие точечки, чтобы не терять эскиз. Как вы уже видели, на зажившей работе у меня ничего не осталось, никаких точек. При этом эскиз мы не потеряли. Клиенты часто интересуются, для чего нужна коррекция. Я всегда отвечаю, что это не коррекция, а вторая процедура, которая нужна для того, чтобы перманентный макияж носился дольше, был более насыщенным. В данном случае мы придаем насыщенность, а также немного расширяем форму. Такая работа будет от 1,5 лет радовать клиента. Затем понадобится просто обновление. Как правило, таким же пигментом. Фиксируем. Подходим к началу. За 1-1,5 сантиметра уже можем делать редкие штрихи, чтобы получить воздушную головку. Начало также фиксируем точечно. Протираем зеленым мылом и до конца снова, как я уже говорила в первом видео. Чтобы пигмент немного остался на коже, наносим вторичную анестезию. Приступаем ко второй брови. Я начинаю снова с кончика и продвигаюсь к центру. Движение маятник. Когда делаем кончик, мы не должны идти четко параллельно, как бы получается веером в 2 стороны, чтобы красивая была россыпь пикселей. Мы уже продвинулись к апексу брови. Можно немножечко повернуть голову, чтобы сохранять наш угол 90 градусов. Низ немного плотнее. Клиентка у нас ухаживала четко по инструкции за перманентным макияжем, поэтому результат нас радует. Как правило, первые 4 дня бровки выглядят очень ярко. Далее начинается шелушение, которое проходит в течение 3-4 дней полностью. Затем пигмент приобретает очень светлый оттенок. Это продолжается примерно неделю. Далее, до 3-4 неделю пигмент становится темнее. И мы можем оценить уже результат перед коррекцией. Вот эскиз стал намного насыщеннее. Сейчас будем продолжать работу. Немного добавлять ширины. Предварительно кожу нужно протирать насухо. Сейчас я немного выхожу за контур, чтобы распушить верхнюю линию. На данном этапе можно уже протирать почаще. Не бойтесь вылетать за контур слегка.
Как видите, что никаких лишних штрихов там не остается. Это нужно постараться, чтобы первого раза осталось. Получается, я всю процедуру слегка вылетаю, и только к концу у меня начинает проявляться напыление. И заживает при этом очень воздушно. Вот сделали второй проход. Посмотрите, получилось как насыщенно и воздушно. Приступаем к левой. Правой еще вернемся ненадолго. С хвостиками работаем аккуратно. Как вы уже видите, что они зажили очень хорошо, без засаженных участков. Сейчас тоже работаем поверхностно. В хвостике тоже немного вылетаем за форму и пушим. Эскиз мы давно зафиксировали, а на данном этапе мы сразу расставляем цветовые акценты и в случае чего возвращаемся и дорабатываем. Вот сейчас я протерла и увидела, что немного не насыщенно. Можно сразу вернуться и доделать. По уходу за перманентным макияжем бровей остается все то же самое. Обработка хлоргексидином в первый день, каждые 1,5 часа до сна. С утра последний раз. И не мочить до полного заживления. После коррекции уже должен быть хороший остаток при правильном соблюдении рекомендаций. Завершаем работу. Сейчас я посадила клиента, посмотрела вертикально на то, что у нас получается. Будем немного расширять. В принципе, все. Минут 10 и готово. Краешки получились воздушные. Махи делаем на себя. Маятник уже в данном случае не нужен. На прошлой процедуре мы форму делали немного поуже. Клиентка посмотрела, как бровки зажили, захотела на коррекции расширить. Что мы сейчас и делаем. Что, мы закончили коррекцию. Смотрите, как красиво получилось, воздушно. Пигмент номер 3. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.